минимальный набор продуктов. Вот все, что необходимо для теста и все, что необходимо для фарша. А сколько праздничных блюд можно приготовить из всего этого? Вы не представляете себе. Да взять хотя бы пельмени. Конечно, я понимаю, при слове пельмени сейчас все вспоминают что-то замороженное из пачки, из магазина. Нет, я имею в виду узбекские пельмени чучвара, которые мы сегодня с вами и приготовим. В случаях, когда речь идет о фарше для азиатских блюд, лучше начинать именно с фарша. Чуть позже я объясню вам почему. Но пока надо сказать, что фарш, разумеется, можно делать и из говядины. Но лучше всего, если фарш будет приготовлен из баранины. Причем из баранины достаточно жирной. Посмотрите, я даже добавлю немного курдюка. И, разумеется, много-много лука. Обратите внимание, что на мясорубке стоит самая маленькая решетка. Вот и все. Фарш готов. Обратите внимание, что фарш довольно жирный, в фарше довольно много лука. И в этот фарш мы сейчас будем добавлять довольно много необычных для пельменей специй. Причем начнем с сухих трав. Вот, например, тимьян, либо чабрец. Вот тот самый, с которым в азербайджанских ресторанах чай заваривают, и вкусно получается. Много не надо. С полложки. Базилик. Сушеный базилик. Здесь и фиолетовый, здесь и зеленый. Я его немного разомну в руках. Вот мята, обычная мята, с чайную ложечку. Вы знаете, как хорошо она сочетается с бараниной? Зира. Как можно приготовить узбекское блюдо без зиры? Разумеется, с зирой. Черный перец. Жгучесть должна быть, иначе не будет аппетитно. Ну и, наконец, соль. Слишком много соли прямо в фарш не надо. Вот смотрите, чуть больше, чем половина столовой ложки соли. И вот этот фарш не надо вымешивать, не надо делать его липким. Его просто достаточно перемешать, чтобы соль, перец, специи, приправы, чтобы все это равномерно размешалось по фаршу. И вот этот фарш должен простоять хотя бы час-полтора. Все то время, пока мы будем заниматься тестом. И мясо как раз и промаринуется. И вот теперь можно заняться тестом. Ну, конечно, тесто можно вымешивать по старинке, руками. Можно вымешивать тестомесом. В случае, когда речь идет об обычном тесте, а не о дрожжевом тесте, никакого влияния на вкус наши руки не оказывают. Лишь бы чистые были. А вот ингредиенты оказывают влияние и на вкус, и на консистенцию. Я бы хотел вам показать два вида муки, которые я сегодня буду использовать для теста. Вот это обычная белая пшеничная мука высшего сорта, которую можно купить в любом магазине. Да? А вот это итальянская мука дурум. Из пшеницы твердых сортов. Она крупинками размером почти что как манка. Видите, как она сыпется? Эта мука предназначена для изделий из теста, таких как спагетти, таких как лапша, таких как равиоли. В общем, все то, что в итальянской кухне называется паста. И эта мука, я уверен, что она лучше подходит и для узбекских мантов, и для казахского бешбармака, и для узбекской чучвары. Но давайте все-таки смешаем сегодня. Возьмем, я думаю, что половину, либо даже больше половины обычной белой муки. И пока возьму 3 ковшика муки дурум. Обязательно посолить надо. Я думаю, что меньше, чем половина столовой ложки соли. И яйца. 3 яйца. Теперь воду. Я думаю, что на килограмм муки уйдет примерно 300-350 мл воды. Я еще не включаю тестомес, но размешиваю воду, часть муки и соль. И теперь пошла в ход машина. Видите, жидковатое тесто, да? Явно не для пельменей. Ну и хорошо, значит, берем еще по ковшику муки. Добавляем до тех пор, пока тесто получится настолько крутым, насколько нам надо. По мере того, как тесто становится более вязким, имеет смысл уменьшить обороты машинки. Мы бы ведь, если руками месили, сейчас бы месили уже намного медленнее, правда? Ну вот и все, тесто собралось в один комок, оно готово. И его можно выложить на стол для того, чтобы оно полежало,
отдохнуло и для того, чтобы в нем развилась клейковина. Немного подпылим муки на стол, выкладываем тесто, еще немного муки сверху, подобрать его в один шарик, в один комок. И сейчас самое время заняться приготовлением бульона. Да-да, бульона, потому что настоящая домашняя вкусная чучвара непременно подается с бульоном и с особым соусом. Что необходимо для того, чтобы приготовить самый простой белый бульон? Кастрюля с водой, правильно подобранное мясо. Вот, например, баранья грудинка. Это просто отлично подходящее мясо для приготовления бульона в чучваре. Опускаем ее в воду. Когда снимем пену, добавим немного лука, немного моркови, соль, черный перец, лавровый лист. Все как обычно. Бульон сам собой сварится, на него внимание большого обращать не надо. Пускай кастрюля стоит на краю плиты и потихонечку кипит. Все будет отлично. Немного муки на стол, небольшой кусочек теста. Не надо сразу слишком за большой кусок теста браться. Столько и будет достаточно. Собрали, подровняли, еще руками, еще не скалкой. Придали форму ровного круга и начинай раскатывать. Видите, насколько тонко раскатывается такое тесто? Куда еще тоньше? Тоньше некуда. Берем в руки нож, нарезаем квадратиками примерно 2,5 на 2,5 сантиметра. Раскладывать фарш, конечно же, можно и вилочкой, и ложечкой, но когда пельмени такие маленькие, то лучше всего раскладывать прямо пальцами. Берете комочек фарша и положили. И укладывать слишком много фарша на каждый кусочек теста не надо. Эти пельмени, чучвара, это блюдо не про мясо, это блюдо про то, как мы тебя любим. И теперь начинаем лепить. Вообще говоря, вот это дело обычно поручают самым молоденьким девушкам, потому что у них пальчики тоненькие, да? Сначала я вылепляю вот такой треугольничек, потом вокруг мизинца вот так вот оборачиваю и слепливаю вот эти хвостики. Вот что у нас получилось. Видите? А для того, чтобы приготовить соус к чучваре, необходимы стандартные для узбекской кухни продукты. Посмотрите, что у меня здесь. Лук, морковка, болгарский перец, перчик острый, томат, сельдерей. И получится, пальчики оближешь. Значит, здесь у нас будет кипеть бульон. Вот здесь у нас будет кипеть вода, в которой мы потом будем варить сами пельмешки. А вот сюда, на это место, я поставлю казан, и в нем мы будем готовить наш соус. Дрова есть, очаг есть. Ставим казан, сейчас дело пойдет. Нагрелся казан, наливаем масло. Лук в очень горячее масло – это типично узбекский прием. Типичный прием для создания хорошего узбекского вкуса. Лук обжарился в мгновение ока. Вы посмотрите только. Самое время опускать морковь. Морковь опустили, сразу запах плова пошел. О чем это говорит? Это говорит ровно о том, что сейчас самое время опускать специи, характерные для плова. Вот, например, куркума. По-узбекски зарчва называется, да? Вот зира. Пусть и молотая, но все же зира. Ну а теперь томат. Это помидоры, которые заготовлены летом. Без уксуса, без соли. Просто они порезаны, термически обработаны, законсервированы. Томат хороший, вкус будет отличный. Но мне бы хотелось более яркого красного цвета. Я добавляю паприку. Это сладкая паприка. Она не острая. Понимаете, ведь еда же должна быть не просто вкусной, но еще и красивой. Сельдерей. Вот сельдерей быстро готовится. Его достаточно было бы положить в воду. Ведь мы сюда еще будем сейчас воду доливать для того, чтобы получился соус, а не набор жареных овощей. Но я его добавлю сюда именно сейчас, потому что
у сельдерея запах есть. И надо, чтобы он этот запах отдал маслу. Кориандр, семена кинзы. Вот тоже очень уместны в таких блюдах. Немножко. Вот и все, понимаете, здесь 10 минут. За 10 минут все должно быть готово с этим соусом. Ну, перчик, может быть, вот этот вот совсем уж свежий, потом положим. А болгарский высыпаем сейчас. Только нагрелся вместе с маслом. И все, можно заливать горячей водой, кипяточком. В принципе, этот соус осталось только посолить. И пусть кипит, побулькивает, на небольшом огне стоит готовый. Перчик и соль. Пока кладу соли не очень много. В конце ведь он может сгуститься, может какая-то часть жидкости выпариться. Вот потом в конце и проверим его на соль. Будет мало, досолим. Ну-ка как? Вода кипит? Кипит отлично. Значит, пельмени можно варить. Можно варить. Я думаю, да все сразу сварим, почему бы и нет. Тем более, что у меня есть одна идея насчет подачи пельменей. И чтобы быстрее закипели, крышечку прикроем. И соус практически готов. Вы посмотрите, какой соус. Знаете, чего не хватает этому соусу? Элементарного. Вот чесночок, порезанный таблетками. Прямо вот сейчас его, чтобы он чуточку живым остался, чтобы он слегка островатым остался. Фарш-то в пельменях у нас жирный был, надо, чтобы соус получился аппетитным, привлекательным. И вот зелень, вот совсем немного. Базилик, кинза, да? И вот тимьян. В Узбекистане тимьян практически не используют. А почему бы и нет, если приятно пахнет? Размешаем. Ох, какой запах пошел, какой запах пошел. Вот коса. Традиционно все узбекские жидкие блюда и некоторые вторые блюда, так сказать, горячие блюда подаются в косах. Прекрасно. Так и поступим. Берем немного соуса. Ну а пельмени как? Да все прекрасно. Всплыли, значит готовы. По тому же самому признаку, что и любые русские пельмени. Вот пельмени мы накладываем сюда, поверх соуса. А теперь бульон. Вот здесь у нас готовился и вполне себе приготовился отличнейший бульон. Наваристый-принаваристый. Посмотрите какой. Красота? Конечно, красота. Еще буквально вот ложечку соуса для украшения. Еще немного лука и зелени. И вот и все. Можно подавать тем, кто любит жидкое. Сейчас это блюдо по консистенции напоминает такой приличный лагман. Но можно подать и в качестве основного горячего блюда. Соус выкладываем на большой лягян, то есть вот на большую тарелку. Пельмешки накладываем сверху. Еще немного соуса для красоты. Осталось только пожелать вам крепкого здоровья, успехов в труде, успехов в кулинарии. И, конечно же, как всегда, приятного аппетита!